Лето 24 года принесло с собой аномальную жару. Далеко не все растения способны выдержать такие погодные условия, поэтому поливать сад приходится ежедневно. Но как быть тем, кто не может часто посещать свой загородный участок? При создании малоуходного сада или так называемых ленивых цветников отдавайте предпочтение неприхотливым, засухоустойчивым многолетникам. Есть очень много выносливых культур, которые не нуждаются в своевременном поливе даже в период затяжной жары и засухи. Такие растения, можно сказать, растут сами по себе и в постоянном уходе не нуждаются. Первыми в этом списке хочется назвать зимостойкие суккуленты. К ним относятся многими любимые очитки. На многообразие седумов я сейчас не стану останавливаться. На сегодняшний день можно подобрать самые разные декоративные виды и сорта этого многолетника, отличающиеся по окраске, форме листьев и высоте. Из одних только очитков легко создать красивую, малоуходную клумбу, которую вам даже не придется поливать. Ведь эти растения вполне довольствуются редкими осадками. К этой категории относятся и молодила, которое вполне оправданно называют живучкой. Только не путайте его с травянистой живучкой, ботаническое название которой аюга. Хотя и этот многолетник я тоже бы внесла в список жаростойких и неприхотливых почвопокровников. Живучкой молодила прозвали за уникальную способность максимально долго обходиться без полива и произрастать на самой скудной, песчаной и каменистой земле. Это растение запасает воду в своих мясистых листьях. Главный признак нехватки влаги – это увядание и сморщивание розеток. Но даже в самом запущенном случае, когда может показаться, что молодила погибла, не спешите его удалять. После полива листья этого суккулента постепенно оживают, восстанавливая свой прежний декоративный вид. Кроме этого, молодила не требует укрытия на зиму и хорошо зимует в средней полосе. Однако его нельзя высаживать в низинах и в местах постоянного скопления влаги. Это же относится и к дилосперме. Этот полукустарниковый суккулент отличился своим эффектным цветением и редкой выносливостью. Но при покупке этого растения обращайте внимание на характеристики вида и сорта. Есть теплолюбивая и незимующая дилосперма и более устойчивые к морозам сорта. К тому же этот суккулент красиво и долго цветет. Первые цветы раскрываются в конце весны, а последние радуют даже глубокой осенью. В список выносливых жаростойких культур стоит добавить камнеломки. Хотя есть виды, не зимующие в средней полосе, и те, что предпочитают солнцу тень. Вот к таким, например, относятся камнеломка теневая, варигатная. Ее плотные, пестролистные розетки эффектно смотрятся в притененной части сада. Но при поддержании оптимальной влажности она неплохо себя чувствует и на солнечных участках. Камнеломки не требовательны к поливу и качеству почвы, довольно быстро разрастаются. Зацветают примерно в начале лета мелкими цветками – белой, розовой и прочей окраски. Эти многолетники также приспособились расти на песчаных и каменистых грунтах. Арабис и абриета – это еще одни выносливые к засухе почвопокровники, которые всегда привлекают своим видом, даже несмотря на затяжную жаркую погоду. Абриета отлично подходит для создания сплошного цветочного ковра. Среди арабисов есть растения, которые не только симпатично цветут, но и декоративные весь сезон за счет своей варигатной листвы. Одним из самых неприхотливых многолетников в моем саду, который я вообще никогда не поливаю, является юка нитчатая. Ее пышные кустики привлекательны своим роскошным цветением и вечно зеленой листвой. Особо красивые пестролистные юки, которые украшают участок круглый год. В своей пятой климатической зоне юки я на зиму не укрываю. А из ярких цветов засухоустойчивыми считаются гайлартия и кориопсис. Их продолжительное красочное цветение всегда украшает сад. К тому же можно подобрать разные сорта, отличающиеся не только окраской, но и размерами. Довольно интересный вид кориопсиса – мутовчатый. От других он отличается более раскидистой формой и узкой рассеченной листвой, чем-то напоминающей укроп. Очень красиво смотрятся на фоне его ажурной кроны многочисленные желтые цветы. Они непрерывно распускаются с июня по август-сентябрь.
Отличное засухоустойчивое растение, с помощью которого легко создать эффектный фон для более низких культур, это перовские. Данный многолетник привлекает внимание сизой листвой и ажурными соцветиями, которые издали напоминают нежную голубовато-фиолетовую дымку. Высота растений составляет от 60 сантиметров до метра и более. Ну и, конечно же, какой засухоустойчивый бордюр без ароматной лаванды. Однако садоводам средней полосы рекомендую подбирать более зимостойкие сорта узколистной английской лаванды. В моем саду уже много лет зимует без укрытия сорт Манстед. Его максимальная высота 40-50 сантиметров, при ширине около 60 сантиметров. Кусты хорошо поддаются даже самой кардинальной стрижке, которую я провожу ранней весной или по окончанию цветения. Если же у вас регион с суровым, морозным климатом, лаванду можно заменить всевозможными шалфеями и котовниками. Исключение – это теплолюбивые виды сальвии, которые в средней полосе не зимуют. Неприхотливые пышные бордюры можно вырастить из сортовых лилейников. Этот цветок не перестает удивлять своей выносливостью и разнообразием ярких окрасок. В продаже каждый год появляются новые, эффектные и стойкие сорта этого многолетника с довольно крупными и красивыми цветами. Поэтому поклонникам и коллекционерам лилейников в этом смысле можно только позавидовать. Любителям более экзотических растений с причудливыми соцветиями свечами рекомендую посадить очаровательный лиатрис. Он сможет расти на самом солнечном участке и в своевременном поливе не нуждается. Лиатрис отлично вписывается в концепцию малоуходного сада и сможет составить удачную компанию многим неприхотливым многолетникам. Цветет белыми, пурпурно-лиловыми, фиолетовыми или розовыми колосками в июне-июле. Некоторые сорта продолжают цвести и в августе. Также довольно стойкая к жаре и засухе гипсофила. Ее очаровательные соцветия бывают простыми и махровыми, белой и розовой окраски. Но учтите, что есть многолетние гипсофила и однолетние. Перед покупкой семян или саженцев обращайте внимание на эту характеристику. Не высаживайте гипсофилу в переувлажненных местах, в тени и в кислый грунт. Перед посадкой для раскисления почвы внесите немного золы, доломитовой муки или гашеной извести. Для создания ленивого засухоустойчивого цветника можно высадить разные хиноцеи и рудбейкии. При покупке этих цветов также обращайте внимание на их характеристики, так как среди них есть довольно красивые, но однолетние виды. Хотя эти цветы склонны к самосеву, что существенно облегчает их размножение. Рудбеки и хиноцеи выдерживают жару и засуху. Многолетние виды отлично зимуют на территории средней полосы. А если у вас есть возможность хотя бы раз в неделю поливать свой цветник, смело высаживайте метельчатые флоксы. Они надолго украсят ваш сад и не доставят вам никаких хлопот. Ранние сорта флоксов зацветают уже в июне, а поздние продолжают цветение до осенних холодов. Чем-то похожий на флокс, но еще более выносливый к жаре и засухе, кентрантус. Этот стойкий многолетник еще называют красной валерианой. Но пусть вас это не пугает, так как в отличие от своей лекарственной родственницы, своеобразными специфическими свойствами и характерным резким запахом кентрантус не обладает. Зато цветет он очень долго, обильно и ярко. Особо популярные его декоративные сорта малиновый звон, рубер, прити бетси и другие. Еще одно растение, устойчивое к засухе и не требующее своевременного полива, это эдельвейс. Данный многолетник способен расти на сухих и известковых почвах, но при всей своей неприхотливости он может пострадать от переизбытка влаги. Эдельвейс отлично подходит для каменистых садов и альпийских горок. Уход за таким многолетником минимальный. То же самое относится и к разным видам декоративной полыни. Ее рассеченная серебристая листва по-своему декоративная и отлично смотрится в цветнике с яркими цветами и декоративно-лиственными растениями, например, с колокольчиками, сальвией, розами и барбарисами. И, кстати, последние также отличились своим высокодекоративным видом и выносливостью к жаре и засухе.
Для жарких цветников хорошо подходят портулак и эшольция. Эти цветы украсят альпийские горки и клумбы на постоянном солнце. Цветут долго и ярко, и ни в каком особом уходе не нуждаются. Очень выносливый к засухе лимониум, который в народе еще называют кермек или статица. Его часто выращивают не только для украшения сада, но и составления ярких сухих букетов. Для создания неприхотливых цветников, не требующих своевременного полива, подойдут разные виды скабиозы, мака и васильков. К ним же можно добавить декоративные сорта тысячелистника. Еще один эффектный засухоустойчивый многолетник – это санталина. Этот ароматный кустарник бывает серебристой и зеленой окраски. Санталина декоративная не только своей шаровидной вечнозеленой кроной, но и мелкими желтыми соцветиями. Цветение длится с июня по август. Это растение хорошо растет на полном солнце. В тени его кустики будут редеть. Отлично переносит городские условия. Но зимостойкость санталины средняя, в пределах минус 15 градусов. В список засухоустойчивых многолетников стоит добавить веронику колосковую и армерию приморскую. Эти растения приспособились расти и даже красиво цвести в условиях дефицита влаги, поэтому поливать их часто вам не понадобится. Они также предпочитают хорошо дренированный и менее питательный грунт. На удобренной органикой земле цветение более скудное. К счастью, подобных засухоустойчивых культур очень много, и перечислить все в одном видео невозможно. Поэтому я буду всем благодарна, кто дополнит мой список растений. Оставляйте свои комментарии и делитесь ценным опытом. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.